Теперь свяжем крылья. Одно крылышко я уже связала. Оно пышненькое получилось благодаря цепочкам из разноцветных ниток. Начнем вязать вот с этой части, потом будем между рядами ввязывать цепочку. Начинаем с кольца амигуруми или с 3 воздушных петелек. Я начну с 3 воздушных петель. Первая, вторая, третья. И в первую петлю вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Во втором ряду в каждую петлю провязываем прибавку. Первый, в эту же петельку второй столбик без накида. Следующую петлю также делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда еще 4 прибавки. Довязываем второй ряд до конца. В кругу 12 петель. Переходим на третий ряд, установим маркер, чтобы видеть начало и конец ряда. И третий ряд вяжем без изменений. 12 столбиков без накида. Довязали третий ряд до конца. Перекидываем маркер. И четвертый ряд начинаем с прибавки. В одну петлю провязываем 2 столбика без накида. Первый и второй. До конца ряда вяжем 11 столбиков без накида. Довязали четвертый ряд. В кругу 13 петель. Переходим на пятый, вяжем без изменений 13 столбиков без накида по кругу. Переходим на шестой ряд. Начинаем с одной прибавки. В одну петлю 2 столбика без накида. Первый и второй столбик в одну петельку. Далее вяжем до конца ряда 12 столбиков без накида. В кругу получится 14 петель. Переходим на седьмой ряд и вяжем по кругу 14 столбиков без накида. Довязываем седьмой ряд до конца. Переходим на восьмой. Начинаем с одной прибавки. Один и второй столбик в одну петлю. До конца ряда вяжем 13 столбиков без накида. В кругу получится 15 петель. Довязали восьмой ряд. Перекидываем маркер и девятый ряд вяжем без изменений. Подряд 15 столбиков без накида. Довязываем девятый ряд до конца. И теперь вяжем первую линию из цепочек. Ввязывать мы ее будем между 8 и 9 рядами. Сначала хвостик вытягиваем вовнутрь. Таким образом цепляем крючок между столбиками, вытягиваем петельку, вытянули, закрепили, подтягиваем и поднимаем 7 воздушных петелек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Цепочка готова. Теперь через столбик также проводим крючок. Фиксируем соединительным столбиком и поднимаем 7 воздушных петелек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Далее таким же образом через столбик продолжаем делать цепочки до конца ряда. Заканчиваем ряд из волн, фиксируем, маркер немного мешает, но
делать нечего. Обрезаем нить, затягиваем и кончик нитки прячем внутри. Первый ряд из цепочек готов. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 колечек. Продолжаем вязать. Перекидываем маркер. И 10-й ряд начинаем с одной убавки. Заводим крючок за переднюю стенку первого, второго столбика. Провязываем вместе. Далее вяжем 13 столбиков без накида до конца ряда. В кругу получится 14 петель. Довязали 10 ряд, перекидываем маркер, переходим на 11. Также начинаем с убавки. Далее вяжем 12 столбиков без накида до конца ряда. В кругу 13 петель. Довязываем 11 ряд до конца и сделаем следующий ряд волн. Я начну сразу через ряд, то есть волны у нас повторяются каждый ряд, теперь уже до конца крыла. Вытягиваем хвостик вовнутрь, теперь формируем петельку и фиксируем. Также поднимаем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И точно так же, как мы делали первый ряд из цепочек, вяжем до конца ряда воздушными петлями. Также закрепили цепочку из белых ниток. Количество волн 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше провяжем 12 ряд. Начинается с убавки. До конца ряда вяжем 11 столбиков без накида. В кругу получится 12 петель. Довязали 12 ряд. Теперь сделаем следующий ряд из воздушных петелек. Каждый ряд делается по одному и тому же принципу, просто меняем цвета. Зацепили и вяжем до конца ряда волны из цепочек. Третий ряд из воздушных петелек у меня готов. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 волн. Переходим на 13 ряд. Начинаем с убавки. До конца ряда провязываем 10 столбиков без накида. В кругу 11 петель. Довязываем 13 ряд до конца. Убираем маркер. И теперь сделаем еще 3 ряда из волн. Дальше будет у меня персиковый цвет. Повторюсь, принцип не меняется. Через столбик цепляем волны из воздушных петель. Фиксируем соединительными столбиками. Фиксируем конец 4-го ряда из волн. Следующий ряд будет белый. Фиксирую последнюю волну
белым цветом. И последний ряд темной пряжей провяжем прям по краю. Принцип все тот же. Втягиваем петельку, затягиваем. Также через столбик за край фиксируем соединительным столбиком 7 воздушных петель. Через столбик за край соединительный столбик, 7 воздушных петель. И фиксируем последнюю волну из воздушных петель. Крыло почти готово, осталось его зашить. Забыла сказать, сколько волн у меня получился. Четвертый, раз, два, три, 4, 5, 6. Белым цветом следующий ряд. Раз, два, три, 4, 5. И темный цвет. Раз, два, три, 4. Отрезаем кончик ниточки по длине, вытягиваем и с помощью иголки с большим ушком зашиваем деталь. Отодвигаем наши волны и просто цепляем за все грани столбиков. Зашиваем, затягиваем. Фиксируем узелком и выводим конец нитки внутрь крыла. Обрезаем нить. Крылышко готово. Теперь нам осталось собрать птичку. Сначала пришьем ножки, определяем место крепления и плотно пришиваем к туловищу. Закрепляем нить и прячем конец нитки внутри ножки. И вот получился эффект болтающейся ножки. Симметрично таким же образом пришиваем вторую ножку. Теперь пришьем крылья. Я проведу иголку ровно посередине, выведу с этой стороны. Вот так. И буквально одним стежком закрепляю крылья.
ввожу иголку между соседними рядами. Здесь таким же образом. Вот крыло закреплено. Делаю одним стежком, чтобы оно тоже оставалось подвижным. Можете пришить плотнее, если хотите. И с этой стороны также. Все, иголку убираю. Завязываю обычный узелок. И прячу концы ниток внутри игрушки. Обрезаем нить. Фламинго у меня получилось размером 36 сантиметров в высоту. Не маленькая. Для того, чтобы сделать такую пышную юбочку, понадобится фатин. Точнее, его кусочки длиной примерно 18 на 3 сантиметра. У меня фатин очень тоненький, поэтому я буду делать в 2 сложения. Беру 2 полосочки, перекручиваю посередине, делаю из них что-то подобие петельки и цепляю за саму птичку. Между столбиками вывожу крючок и вытягиваю петельку. Протягиваю хвостики через эту петлю и затягиваю. Лишние концы, которые вытянулись, обрезаю. Подравниваю под всю юбочку. И также нижний ряд. 2 кусочка. Скрутим посередине. И вытягиваем петельку. Вытянули, затянули, обрезали. И так полностью по кругу. Всем спасибо за просмотр. Поддерживайте канал лайком и подпиской. До новых встреч. Пока.